Решил уже начать работы по изменению пикапа. Начну я с кузова. Кузов я буду почти полностью переделывать. Переделать я его буду под ретро-дизайн американский. Так как у москвича уже присутствует ретро-дизайн, будет правильнее и проще сделать его именно в таком стиле. Самое главное то, что я буду использовать новую для меня технологию. Она называется Metal Shaping. Начну я, пожалуй, с крыльев. Удивительно, что крылья на москвиче прикручены гайками. Ничего не придется отрезать и заново запаивать. Исходя из этого, разбирать кузовные детали на этой машине очень просто. Но вскоре я понял, что поторопился с выводами. Я открутил все гайки, и все равно крыло ни в какую не отсоединялось. Чуть позже я все-таки нашел способ его отсоединить. Но пропил ситуацию сильно не изменил. Я предположил, что тут есть какие-то потайные крепления. Крыло должно быть как можно ниже уровня капота для придания классических форм. Лист металла, который я купил, мне показался слишком тонким. В магазине этого видно не было. И мне пришло в голову согнуть его родной капот, сделать его более горбатым. Это оказалось непросто. В некоторых местах появились грубые сгибы. Я решил не экспериментировать с этим и вернуть форму капота обратно. Капот почти бесследно принял былую форму. Пришла посылка с Китая. Я заказывал дополнительные фары для москвича. Буду ставить их чуть ниже родных. Но недавно я услышал, что в Китае какой-то вирус опасный сейчас. И вроде это может передаться через посылку. Поэтому прежде чем открыть ее, я предприму некоторые меры безопасности. Я приобрел несколько баллонов антибактериального дезодоранта. Я все-таки решил попробовать что-то сделать из листа металла, который я купил. В магазине мне дали пробник ножниц по металлу. Но пользоваться пробником очень сложно.
Из-за маленького носика металл постоянно деформировался. Чем больше я работал по новой технологии, тем больше понимал, что поторопился с выбором технологий для тюнинга. Я вернулся к проверенному методу. А я напоминаю, что машина должна выглядеть примерно так. Непонятно, почему именно такой дизайн капота сформировался у старых пикапов. Но мне эти формы нравятся тем, что капот будет выделяться и будет выглядеть мощно. В гараже мне часто приходится встряхивать баллоны с пеной или краской. Поэтому я решил автоматизировать этот процесс. Для этого я переоборудовал бытовую технику. Расход пены для капота был очень большим. А еще я умудрился испортить часть материала, уронив баллон на пену. Плюс ко всему у меня вышел из строя пистолет для пены. Чтобы сэкономить монтажную пену, я решил заставить капот ненужными объектами и тем самым сэкономить на объеме пены. Потом я вспомнил о листах пенопласта. По мере выполнения работы я понимал, что это не совсем тот результат, который я ожидал. На компромиссы я не шел, все должно быть идеально. Я решил попробовать еще один вариант. Это капот от ZIL 130. Он немного шире москвичевского капота, но я попробую это исправить.
Впереди обработка капота стеклопластиком и изменение остальных частей кузова.